Семинар «Интимная жизнь», 3 часть. Мужское здоровье. Согласно опросов и статистике, мужчины сталкиваются чаще всего с 3 проблемами: слабая эрекция, простатит, аденома простаты. Прежде всего, давайте узнаем, что такое эрекция и как она происходит. Пенис наполняется кровью не только во время эрекции, но каждые 2-3 часа. Это необходимо для поступления в клетки кислорода, питательных веществ и предотвращения некроза. Что же такое эрекция и как она происходит? Если кратко, то это усиление притока крови и ослабление ее оттока. Всем важно понимать, что в нормальных условиях для наступления эрекции мужчине нужны визуальные, психические или тактильные стимулы. То есть он должен видеть, желать, прикасаться. И тогда будет запущен биохимический процесс для возбуждения. Когда поступает команда из мозга, кровь начинает интенсивно наполнять пенис. В то же самое время перекрывается выход для оттока крови. В результате этого притока и ослаблений оттока наступает эрекция. И чем больше давление крови на притоке и меньше отток, тем сильнее и дольше держится эрекция. Когда мужчина переключается на что-то другое или достигает оргазма, из мозга исходит новая команда, которая перестает блокировать отток крови и заставляет губчатую ткань сокращаться. Кровь уходит из кавернозных тел, и эрекция прекращается. Управляют этими процессами следующие половые гормоны. Тестостерон – это гормон, отвечающий за сексуальное желание, за чувствительность эрогенных зон, за эрекцию. Эстрадиол усиливает прилив крови к половым органам и эрогенным зонам. Окситоцин способствует оргазму и быстрому выбросу сперматозоидов. Если уровень одного или нескольких половых гормонов изменяется, происходит нарушение в работе половой системы мужчины. Это очередной раз доказывает, что проблемы с мужским здоровьем не решаются просто одной таблеткой. Помеха или препятствия могут возникнуть в разных местах, и поэтому подходить к решению проблемы с эрекцией необходимо всесторонне. Например, за блокировку оттока крови от пениса в большей степени отвечают ЛК-мышцы. У мужчин мышцы тазового дна расположены вокруг лобковой кости и простаты. Если эти мышцы в тонусе, они поддерживают органы в надлежащем положении. И напротив, слишком ослабленные и дряблые мышцы вызывают проблемы, а именно не блокируют отток крови, она не задерживается в пенисе и эрекция не наступает. Это означает, что решение проблем с эрекцией не происходит только за счет усиления кровенаполнения путем стимуляции, увеличением давления крови, но в первую очередь хорошей работой мышц тазового дна. Таким образом, мы выяснили, что в процессе эрекции участвуют гормоны, они всем управляют, мозг посылает команды, нервные волокна передают импульсы, вены и сосуды направляют кровь, пенис, он накапливает кровь, и мышцы малого таза или ЛК-мышцы блокируют отток крови путем сокращения. Если у мужчины возникли проблемы с эрекцией, причину необходимо искать во всей этой цепочке. Самодиагностика. У молодых людей эрекция возникает каждое утро, а вот после 30 может возникать 2-3 раза в неделю, и это абсолютная норма. При этом, если нет эрекции утром на протяжении 2-3 месяцев, это сигнал, что есть проблема и нужно срочно принимать меры и искать причины. Вот главные причины проблем с эрекцией. Первое. Сильно снижен тестостерон. Второе. Психологический фактор. Страх неудачи, негативный опыт, унижение со стороны партнерши и другое. Третье. Плохое кровонаполнение пениса. Это, как правило, проблема с сосудами и периферическим кровообращением. К сведению, мужчины старше 40 лет, имеющие проблемы с потенцией, 55% случаев имели проблемы с сосудами, и конкретно атеросклероз артерий. Четвертое – травмы спины. Это повреждение нервных волокон или передачи импульсов в цепочке связей мозг-пенис. Пятое – воспалительные процессы в предстательной железе. Простатит, молочница и разные инфекции, передающиеся половым путем. В процентном соотношении причин номер 1 – пониженный тестостерон.
Он влияет на либидо, потенцию, количество и качество сперматозоидов, продолжительность полового акта и, конечно же, влияет на внешний вид. Именно тестостерон формирует настоящего мужчину в противовес женоподобного мужчинки. И это наш следующий блок – тестостерон. Сейчас внимательно послушайте и запомните, а лучше запишите, что снижает тестостерон. Первое – возраст. Было установлено, что уровень тестостерона у мужчин примерно с 30-летнего возраста начинает постепенно снижаться каждый год на 1-2%. В результате к 50-60 годам, а в ряде случаев и раньше, содержание тестостерона может составлять лишь половину от его количества в молодом возрасте. Второе – стрессы. Влияют и на тестостерон, и на либидо. Третье – половое воздержание. Несмотря на то, что есть сторонники этого, есть одно «но». В короткой перспективе тестостерон действительно немного повышается, но потом в определенный момент резко падает. Это научно доказано. Четвертое. Плохой сон. Есть исследование, что сон менее 7 часов снижает тестостерон на 20%. Пятое. Неправильное питание. И конкретно в тех случаях, где мужчина употребляет недостаточно белков и жиров. Жиры не только участвуют в синтезе тестостерона, а также увеличивают его на 10%. Шестое. Недостаток витамина D3 и минералов цинка и магния. Седьмое. Алкоголь, курение, наркотики. Общеизвестные враги тестостерона. Мозг человека, понимая, что тот самоуничтожает себя, снижает синтез тестостерона ввиду того, что такому человеку нет необходимости размножаться. Восьмое. Длительная и изнурительная кардиотренировка. Девятое. Перетренировки, когда организм не успевает восстанавливаться и восполнять потерю главных витаминов и минералов. Десятое. Сахар и продукты, его содержащие, снижают тестостерон и стимулируют эстрогены. Это было многократно доказано в результате клинических исследований. 11. Увеличен пролактин. При повышении его уровня происходит подавление выработки тестостерона и, соответственно, сперматогенеза. 12. Перегрев яичек. В сауне, бане, подогрев сидения автомобиля, длительная сидячая работа, когда промежность горячая и не проветривается часами. Однако при одних и тех же факторах у разных мужчин наблюдается разная реакция и разный уровень половых гормонов. Степень снижения тестостерона можно узнать только одним способом, сдав анализы. Притом необходимо правильно подготовиться к анализам, иначе результаты будут неверными. Частый вопрос, можно ли узнать без анализов, что тестостерона не хватает. В большинстве случаев можно. Вот распространенные признаки. Снижение либидо, понижение эрекции, нет утренних эрекций или они очень редкие, повышенная утомляемость при том же образе жизни и нагрузках, уменьшение мышечной массы и замена жировой тканью, увеличение грудных желез, большой живот. Кстати, если вы не знали, большой живот – это много эстрогенов. Много эстрогенов – это повышенный пролактин. Повышенный пролактин – это пониженный тестостерон. Далее накопление жира в области талии и бедер. Мужское бесплодие и, наконец, повышенная потливость. Например, когда ваша постель мокрая от пота. Возникает логичный вопрос, что можно сделать для поддержания тестостерона? Сейчас мы узнаем об этом, однако важно понимать следующее. Разнообразные средства и методики могут помочь тем, у кого тестостерон снижен, но ничего не поднимет его выше вашего генетического уровня. Например, если мужчине от 18 до 50 лет, то норма тестостерона для него от 9 до 29 наномоль на литр. Согласитесь, диапазон очень большой, и очевидно, что мужчина с тестостероном в 9 наномоль будет иметь худшую эрекцию, чем у которого 29 наномоль. Далее, учитывая генетику, например, у Саши нормальный уровень в 40 лет – это 20 наномоль. Допустим, у Саши что-то пошло не так в жизни, и его тестостерон упал до 10 наномоль. Так вот, если Саша начнет активно повышать тестостерон, и у него это получится, то поднимет он его только до тех же 20 наномоль и не выше. Надеюсь, всем понятно это.
А вот тестостерон выше генетически определенного уровня может быть увеличен только путем гормональной терапии. Это сложная, спорная, небезопасная тема, и мы не будем ее касаться. А сейчас 5 рекомендаций, как поддерживать тестостерон на максимальном уровне. Первое. Занятие спортом. Силовые нагрузки считаются лучшим способом стимуляции тестостерона и предотвращения образования жира. Также полезно много ходить пешком и подниматься по лестнице. Еще было доказано, что приседание оказывает полезные действия на мышцы тазового дна до 40%. Однако приседать нужно с расставленными в сторону коленями. А еще лучше приседайте, прислонившись спиной к стене, скользя вверх и вниз. Длительность приседаний 1 минута. Или делайте сколько сможете и добавляйте каждый день по 2-3 раза. Далее упражнение «Ласточка», вариант лежа на животе. И, наконец, кардиотренировки, но только короткие и интенсивные. Следующая рекомендация – нормальный сон. Спать необходимо 7-8 часов, но ложиться важно до полуночи. В идеале отправляться в постель в 22:00. Третье – следить за весом. Не допускайте увеличения веса за счет жировой ткани и особенно в области живота и бедер. Есть закономерность. Чем больше ваш живот, тем меньше у вас тестостерона и далее все вытекающие из этого последствия. Четвертое. Адекватное питание. К сожалению, немногие мужчины придают этой рекомендации должное значение и зря. Согласно клиническим исследованиям, продуктами можно повысить потенцию до 40%. И это более эффективно, чем прием тестобустеров. Давайте рассмотрим, что не полезно мужчинам, а затем список полезного. Продукты, понижающие потенцию. Пиво, картофельные чипсы, соя, бекон, соленая и копченая свинина, свиной жир – это депо эстрогенов, а они напрямую ухудшают гормональный фон мужчин, мята снижает половое влечение и тестостерон, много сладкого. Теперь продукты, повышающие потенцию. Первое – гранат. Повышает оксид азота, улучшает сперматогенез, содержит полифенолы. Гранат нужно есть с косточками, а лучше всего свежевыжатый гранатовый сок. Второе – орехи. Грецкий орех содержит железо, магний, аргинин, донатор оксида азота. Бразильский орех содержит селен и магний. Третий продукт – шпинат, источник токоферола. Четвертый – арбуз. Содержит магний, донатор оксида азота. Пятый – чеснок. Стимулирует оксид азота и половые гормоны, нормализует кортизол. Шестой – цитрусовые. Содержит много витамина С. Этот витамин дольше сохраняет действие оксида азота. Вместо цитрусовых можно употреблять черную смородину. Седьмое – руккола, кейл. Донаторы оксида азота. Восьмое – свекла или свекольный сок. Донатор оксида азота, укрепляет сосуды, снижает женские половые гормоны, в частности эстрадиол, увеличивает тестостерон. Девятый. Тыквенные семечки сырые. Содержат много цинка. Полезно также выпивать натощак столовую ложку масла тыквы. Десятый продукт – какао. Содержит магний. Также можно ежедневно съедать немного черного шоколада. 11. Оливковое масло. Содержит омегу-9, которая препятствует накоплению холестерина в крови. Лучше всего заправлять им салаты. 12. Устрицы или жирная морская рыба. Содержат много цинка и жирной кислоты. Ввиду того, что качество продуктов низкое, а их питательная ценность недостаточна, для надежной поддержки тестостерона рекомендуется употреблять следующее. Биодобавки к пище. Трибулус. На рынке есть много компаний, но важно выбирать продукт с самым большим количеством сапонинов. Далее магний, цитрулин – это аминокислота. В организме он производит аргинин, который является донатором оксида азота. Аргинин тоже продается, но лучше принимать цитрулин, нежели аргинин, так как у второго низкая биодоступность. Далее цинк, селен, витамин D3, экстракт женьшеня, экстракт яхимбина. Разумеется, все зависит от ваших возможностей, но в идеале употреблять все перечисленные добавки. Тогда эффект будет виден уже с первых дней приема.
Во всяком случае, можно пропить курс, к примеру, 15 дней, затем сделать перерыв на 15 дней и сравнить результаты. По тестостерону закончили, переходим к следующему блоку. Простатит, аденома простаты. Эти болезни возникают чаще всего в возрасте от 20 до 40 лет во время наивысшей половой активности. Вы должны кое-что знать. Каждые 3 дня у мужчины вырабатываются новые сперматозоиды. Сперма состоит на 95% из секрета предстательной железы. Если происходит застой этого секрета, может произойти присоединение инфекционной флоры, которая потом развивается в предстательной железе и появляется простатит. Вот откуда данные, что половые контакты 2-3 раза в неделю – это благоприятно для мужского здоровья. У такого мужчины не может быть застоя секреты. Ну, если, конечно, не брать во внимание какие-то факторы, физически препятствующие его движению. Какие же симптомы простатита? Частое мочеиспускание, ухудшение эрекции. Симптомы острого простатита. Ухудшение эрекции, учащенное болезненное мочеиспускание, мутный осадок в моче, повышение температуры тела. Самые частые причины простатита и аденомы. Половые инфекции, застой кровообращения в малом тазу, застой секрета предстательной железы. Причины застоя секреты. Малоподвижный образ жизни, тугое нижнее белье, нерегулярная половая жизнь, переохлаждение, половые инфекции, злоупотребление спиртным, невозможность эякуляции, прерывание полового акта, половое воздержание. И снова вношу ясность относительно полового воздержания. Несмотря на то, что некоторые это практикуют, данная тема обросла множеством мифов. По мнению большинства андрологов и гинекологов, половое воздержание не является физиологичным для нашего организма. Говоря о мужчинах, есть только 2 доказанных плюса. Увеличивает силу и волю мужчины, улучшает качество спермы. Но учитывая минусы, это того не стоит. А сейчас последний блок этого семинара. Как повысить потенцию? Чаще всего мне задавали вопросы следующего характера. Что делать мужчине, если у него сегодня слабая эрекция? Ведь изменить питание, подобрать лечение, делать упражнения – это вопрос времени. Как быстро улучшить качество интимной жизни? Я не вижу перспективы в таком подходе, но ради помощи дам следующие рекомендации. Первое. Увеличьте количество половых актов до 2-3 раз в неделю, несмотря на то, идеальные они по вашему мнению или нет. Второе. Перед близостью всегда опустошайте мочевой пузырь. Так потенция будет лучше, а оргазм наступит позже. Третье. Можете использовать локально кольца для продления полового акта или специальные смазки, увеличивающие потенцию и удлиняющие акт. Четвертое. Используйте целевые препараты для повышения потенции на основе салданофила или тадалофила. Чем отличаются эти вещества? Салданофил стоит дешевле, оригинальный препарат называется Viagra, работает 3-4 часа, начинает оказывать действие примерно через 1 час после приема. Не сочетается с жирной пищей в желудке и алкоголем, то есть принимать только на голодный желудок, иначе пользы не будет. Нельзя принимать более 100 мг в сутки. Тадалофил стоит дороже в 2 раза. Оригинальный препарат называется Cialis, Generic, Тадалофил и другие. Работает до 36 часов. Начинает оказывать действие от 30 минут. Для лечения простатита назначают ежедневно по 5 мг. А если только для поднятия эрекции 2-3 раза в неделю, назначают 10-20 мг за 20 минут до акта. Нельзя принимать более 20 мг в сутки. Прием под язык и рассасывание ускоряет скорость всасывания и действия препарата. Оба препарата дают сигнал в мозг, чтобы произошло выделение оксида азота, который расширяет сосуды и, следовательно, происходит повышение эрекции. Минусы. Первое. Очень дорогое удовольствие для тех, кто занимается сексом часто. Второе. У салданофила, Виагры, одна из побочек – возможно сильное повышение давления. У тадалофила, Сиалиса возможны следующие побочки – боль в области спины, заложенность носа, боль в мышцах. Четвертое. Оригинал дороже, но предпочтительнее дженериков, так как у вторых может быть больше побочных реакций.
Пятый минус – у некоторых людей случается привыкание к препаратам на уровне психики. Теперь предупреждение. Дозировку необходимо подбирать индивидуально, начиная с самой маленькой величины. Особенно это важно, когда у мужчины и так высокий тестостерон. Возможен приопизм, когда эрекция не падает после полового акта и оргазма и держится часами. В таком случае спустя 3-4 часа нужно незамедлительно обращаться за помощью к врачу. Эта проблема устраняется только хирургическим путем через надрезы и спускание крови. Если эрекция не проходит больше 4 часов, может начаться некроз тканей и безвозвратно пострадать сам орган. Вообще приопизм случается очень редко, но одна из его причин – это большая дозировка препарата. Уязвимая возрастная группа – это молодые люди. Имея и так высокий уровень оксида азота в крови, они с какой-то целью пьют данные таблетки, притом еще и в большой дозировке. Это баловство и заканчивается на хирургическом столе. А теперь, как я и обещал в начале, перехожу к упражнениям для повышения потенции. Упражнение Кегеля. Оно эффективно при всех проблемах с мужским здоровьем. Как выполнять? Первое. Вначале втяните мышцы тазового дна и удерживайте их в таком состоянии 5 секунд. Второе. По прошествии 5 секунд медленно и до конца расслабьте эти мышцы, удерживая в таком состоянии 5 секунд. Третье. Повторите упражнение 10 раз. Тренировать эти мышцы нужно регулярно, не менее 3 раз в день. Это лишь один из базовых примеров, а модификаций есть много. Если вам интересно больше, поищите в интернет. Второе упражнение – ласточка. Лягте на живот, подтяните живот, напрягите руки, вытяните их вдоль корпуса, а затем, первое, одновременно оторвите от пола ноги и корпус. Второе, за счет втягивания живота удерживайте прогиб в пояснице неглубоким. Третье, напрягите руки и стяните лопатки к позвоночнику. Четвертое, удерживайте это статическое положение так долго, как только сможете. Повторите необходимое количество раз. И в заключение 2 напитка для поднятия потенции. Первый – свежевыжатый гранатовый сок. Давить нужно не только мякоть бубок, но и косточек. Дозировка 100 мл 2 раза в день, утром и вечером. Пить нужно через соломинку, чтобы не повредить зубную эмаль. Курс приема 15 дней, затем 15 дней перерыва. Второй напиток – чай с имбирем и лимоном. Ограничений нет, пейте, когда хочется. На этом 3-й семинар закончен. Следующий будет посвящен решению женских проблем.